Сонная поляна. После шума, веселья и гомона пришла тишина. Настало время отдохнуть. На уютной поляне разные звери устроились рядышком, готовые ко сну. Грозный лев прикрыл глаза и задремал. Малютки-мышки уютно устроились в его косматой гриве и тоже заснули. Шустрые ящерки пригрелись на теплых камушках. Улитки втянули рожки и ножки в свои домики-ракушки. Два озорных бельчонка нашли большие махровые цветы и, свернувшись калачиком, уснули на них, как в гнездах. Малыш-олененок улегся за большими травяными кочками и закрыл глаза. Птичка-мама пересчитала яйца в своем гнезде и спокойно заснула. Птичка-папа пожелал приятных снов большой жабе, но большая жаба не ответила, потому что уже задремала. Гусеница переползла на нижнюю часть большого листа, в тень. Стрекоза сложила свои блестящие крылья и затихла. Ежата залезли повыше на цветущий чертополох, расселись по колючим бутонам и сладко засопели. Большие и маленькие, бегающие, летающие и ползающие, сейчас все спят. Ну как вам книжечка? Симпатичная, да? Собственно, я вам ее вначале показала уже готовенькую, а сейчас расскажу, откуда она появилась, как она взялась. Около года назад я начала тренироваться делать промпты для нейросеток. Для нейросеток, которые занимаются, то есть ориентированы именно на создание изображений. Мне было интересно их поосваивать, научиться вот эти промпты писать, чтобы они меня четенько с первого раза понимали. Поначалу я решила тренироваться на ежиках. У меня в голове возник образ ежат на бутонах чертополоха, и я решила его воплотить. Я пробовала заказывать у нейронки уже готовое вот это растение целиком с ежатами, но получалось не очень хорошо, поэтому со временем, с практикой я пришла к тому, как мне удобней. Мне удобнее было генерировать отдельных зверюшек в разных позах и отдельные другие элементы, вот в данном случае растения. И уже их я соединяла, то есть я сделала отдельные бутоны чертополоха со стебельками, собрала из них целое растение и уже на это бутоны сажала отдельных ежат, тоже сгенерированных, таких немножко отличающихся друг от друга. И вот я их рассаживала и в фотошопе все это правила, выводила в один рисунок, так, чтобы это хорошо смотрелось. Со временем я поняла, что у меня не очень получится, наверное, собрать только из одних этих ежей и чертополоха бесшовный паттерн. И я подумала, что можно же сделать в этот раз широкоформатную историю, то есть вот как делают обои на всю стену, чтобы выглядело как картина. И, собственно, стала развивать эту идею, добавила к ежатам других персонажей, просила нейронку генерировать вот разных зверей, подумала, что это могут быть какие-то и маленькие звери, и большие, придумала этих львов, которые могли бы охранять детскую комнату. В общем, дальше все закрутилось, завертелось именно в привязке к детской комнате, то есть я придумала вот эту историю, что это спящие львы, которые комнату охраняли, вот сейчас вот у них перерыв вместе с маленьким хозяином, который будет укладываться спать, все звери тоже уснут. И львы эти большие, и всякая остальная мелкая живность. Вот такая мне пришла в голову идея, и я стала это все отрисовывать, отрисовала, собрала. Это было не очень просто, потому что хоть рисунки я делала в графике, как карандашные наброски, их было довольно непросто редактировать в фотошопе, то есть убирать какие-то лишние детали, проверять, чтобы ни у кого не было там лишних лап, лишних пальцев на лапах, лишних носов, ушей и так далее, потому что в то время еще год назад нейронка очень часто этим грешила.
Сейчас уже намного лучше все, но и сейчас случаются казусы. Но тогда за этим надо было смотреть внимательно. И вот я сделала этот большой сюжет, все это собрала и попробовала на обоях, прикинула на макапе детской комнаты. Мне очень понравилось, как это выглядело. Очень здорово. Поскольку готовый результат никого не заинтересовал, а мне хотелось как-то его развить, я подумала, что можно сделать из этого большого сюжета несколько маленьких сюжетиков, то есть выхватить отдельными кадрами это все и собрать это в какую-то историю. Естественно, история сложилась в книгу. Книга какая? Колыбельная, потому что на этих картинках все животные спят. Я собрала все эти сюжеты в страничке, то есть сделала верстку, расположила все так, как хотелось бы, чтобы это смотрелось. Написала текст, конечно же. Мне хотелось, чтобы это была настоящая книжка с текстом, которую можно было бы читать малышу. Вот я написала такой несложный текст, который можно было бы читать таким спокойным голосом, пока ребенок засыпает, укладывается, например, на дневной сон. Сначала я думала печатать книжку в бумажном варианте, но поузнавала, сколько стоит печать тиража, даже самого минимального, поняла, что это очень уж ощутимо по деньгам, тем более я делала это не на заказ, думаю, будет потом лежать это все в столе, этот нераспроданный тираж, этого мне совершенно не хотелось, мне хотелось просто овеществить книжку, посмотреть, какая она будет. И поэтому я пошла по знакомому мне пути, я напечатала эти картинки на ткани. Печатала я на хлопковой ткани с небольшим добавлением синтетики для того, чтобы она не мялась. Очень хорошо все получилось. Потом я эту ткань раскроила, уплотнила ее еще флизелином немножко, чтобы странички были больше похожи именно на странички. Раскроила, все сшила, вывернула все эти странички, собрала вместе с обложечкой и даже сшила такую сумочку, мешочек, чехольчик для того, чтобы эту книжечку хранить. Мне очень нравится этот такой графичный сюжет. Мне кажется, он очень здорово смотрится и не только на обоях, не только в книжке, но и на каких-то других вещах. Я вот на макапчике его примерила, тоже очень замечательно выглядит.